Всем привет, продолжаем наши псевдогайды. Итак, в прошлый раз мы делали делегаты, да? То есть то, чтобы у нас через делегат все это устанавливалось. Давайте добьем вот эту вот часть и перейдем к теме, это макросы. То есть сейчас у нас не двигается стамина, то есть она нет источника, который бы ее триггерил, и нет этого. Давайте установим current стамину на единицу условно, и mana current тоже на единицу. Нажимаем compile, смотрим, установилось. Нет, не установилось, потому что нет обновления. Окей. Возвращаемся в наш код. И вот здесь вот очень удобно, там, где каждую секунду это происходит, мы делаем increase. Increase state элемент. Сюда state name мы передаем stamina current. И говорим, на какое значение тоже 1.0f. Вот, мы передали. И то же самое для mana. Mana current. Здорово. Все сохранили это. Зашли сюда. Сделали лайфкодинг. Подождали. Естественно. Зашли. Смотрим. И вот, пожалуйста. То есть все работает, потому что ребята мы настроили. И теперь всегда, когда будет increase-decrease какой-нибудь происходить, у нас это будет отображаться. Все. Здорово. Итак, макросы. Что такое макрос? Это такая штучка, которая позволяет нам экономить время и место в коде. Мы его создаем, как-то называем, и после чего мы его используем. И это позволяет экономить, в общем, пространство в коде, да, и временно. Короче, давайте на примере лучше расскажу, покажу. Помните, как у нас происходило... Вот это я закрою сразу. Как у нас происходило? То есть, если мы хотели получить наш какой-нибудь характера нашего или контроллер, как мы это делали? Player controller CPP, указатель player controller. У нас было так вот 0 pointer. Давайте создадим, да, его, и создадим еще project character fire character equal 0 pointer. Хорошо. Есть такие. Что нам надо было сделать для того, чтобы получить характера, допустим, нашего player character? То есть мы делали как player character equal get owner. Get owner, передавали туда наш класс. И вот такую вот вещь делали. После чего мы делали if player character и return. Делали. Но это все здорово. Это постоянно нам надо записывать. Да, но сама проверка. Она очень удобная, потому что если по какой-то причине player character будет 0 pointer, и он нам сделает return, мы не поймем, что именно из-за него, в общем, произошла ошибка. Для того, чтобы понять, что из-за него именно произошла ошибка, у нас есть вот такой вот замечательный кусочек кода. Это тоже макрос анриловский. И в чем здесь суть? Мы сюда мы записываем UE-log, мы передаем, что это log temp, что это warning, то есть чтобы он нам желтым отображался там. После чего текст, который нас интересует, что 0 pointer, функция %s, line %d, и первым мы передаем вот такой f-string, где прописан такой вот function, то есть он нам выпишет сюда вот этот вот function, и говорим ему line, то есть он передаст нам именно вот этот line. Это очень удобно. То есть на практике бы его сейчас показать, да? Ну давайте тогда, чтобы на практике мы попробуем привести его к контроллеру. А так как он не контроллер, он нам выдаст его 0 поинтером. Get owner, только единственное, что вот нужно будет вот так присвоить, иначе он даже не скомпилируется. Вот таким вот образом.
И вот его проверять с таким вот образом. Давайте F7 и F5. Так, все запустилось. Мы смотрим на логи, выбираем Select и смотрим, что у нас получается. Получается у нас следующее, что у нас он ничего нам не выводит. Почему он нам его не выводит? Мы кликаем сюда. Кликаем сюда. Change state элемент. Вот он схватил. В случае, если он true. Мы забыли его разворот сделать. Ошибочка. Все. Принято. Принято невнимательность. Невнимательность это наш... Это наша, да. Это наше все. Невнимательность. Давайте лайфкодинг по-быстрому. Так, есть. Дубль 2. Мы запускаемся. Вот он здесь его отловил. Смотрим. Так, это игнор. Вот, и мы видим, что теперь каждый этот у нас отрабатывает, все это можно остановить, стоять. Мы видим, что null pointer in function useStateMasterComponent это наш класс. В методе changeStateElement на лайне 58 мы идем в наш, мы видим changeStateElement useStateMasterComponent на лайне 58, правильно? 58. У меня лайны не отображаются, но как мы можем проверить, что это правда? Ctrl-G нажимаем, и сюда вводим 58, и нас бросит на 58 строку. Вот она. То есть мы очень удобно видим, где произошла проблема. На какой строчке, в каком классе, в каком методе. Удобно, удобно. Но согласитесь, что прописывать постоянно вот этот if, не player controller, прописывать UE-log и постоянно делать return после этого, это неудобно. А нам таких проверок надо будет очень и очень много делать. Это очень неудобно. И поэтому я использую свои макросы. Конкретно, как это происходит? Вот это мы не смотрим, это я тут... это потом. В общем, мы прописываем define. После чего название своего макроса, в данном случае у меня это checkpointer. Мы прописываем туда то, что мы принимаем. В данном случае это pointer. Неважно, это ваше название. Закрываем скобочки и вот такая вот обратная черточка. If. Дальше условия того, что будет подставляться. В данном случае нам надо повторить вот эту... Можно не мигайте, пожалуйста. Мигает лампочка. Мы повторяем вот это вот условие. То есть наш поинтер, если не наш поинтер, который мы передали, вот он, поинтер, то мы делаем UE-log, вот этот, который здесь записан, и делаем return. То есть мы просто повторили этот самый. Соответственно, компилятор просто-напросто повторит вот то же самое. Как это он для нас будет выглядеть? Для нас это будет выглядеть checkpointer. Но мы его не можем вызвать точно, я забыл. Один момент. Где именно хранить эти макросы? Вы можете их прописать хоть здесь вверху и хранить их здесь в плюсовом файле. Вы можете их создать в headers файле этого класса. Но если это какой-нибудь глобальный, я же его храню в файле общем класса, то есть у вас будет такое вот название вашего проекта .h, и вот там я его храню. Так как в нем еще и подключен Core Minimal, мы можем зайти в State Master компоненту, и вот у него есть Core Minimal. И вместо того, чтобы... Короче, в общем, вместо этого мы можем взять и прописать project cpp /project cpp. То есть это файл, в котором, это папка, в котором он находится, это и основной файл. То есть это ваше название вашего проекта, и название вашего проекта .h это файл будет, если вы в основном файле это храните. Соответственно, он его теперь подключил, мы можем спокойно взять и прописать checkpointer и сюда передать player controller. И это будет то же самое, абсолютно то же самое. Давайте все это сохраним. Так, вот сделаем полное сохранение. Сделаем лайфкодинг. Смотрим, включится у меня через лайфкодинг или нет. Есть контакт, запускаемся и видим тот же абсолютно самый результат. Соответственно, что у нас? Ну, уже на лайне 56, потому что у нас здесь сокращено, как бы, вот мы нажимаем, вот лайн 56, если что. Здесь можно посмотреть, какой лайн текущий. И это куда удобнее, правильно? Правильно, потому что мы теперь не прописываем постоянно if, UE-логи огромные, которые нужно, как бы,
Понимаем, да? То есть эту пачку. После каждой строчки в это мы делаем переход на следующую строчку, делается с помощью вот этого вот обратного строчечки. Все прописываем, и return в конце ставим, скобочку закрываем. То есть повторяем полностью весь код тот, который был написан, и все. Это у вас не это самое. Потом я использую alarm log, еще такой макрос. Он ничего в себя не принимает, и он в себе содержит только вот этот UE-log, и все. Для чего он мне? Для того, что некоторые методы могут возвращать что-то, то есть какой-нибудь bool или какой-нибудь, как его сказать, указатель, либо какую-нибудь структуру и прочее, и тогда чекпоинтер нам не поможет, потому что чекпоинтер, он просто делает return, у нас будет ошибка при компиляции. Соответственно, у меня работает тогда if, player controller, какой-нибудь, то есть только наоборот, и я прописываю alarm log. Соответственно, он мне выбьет именно эту строку, чтобы не прописывать вот этот UE-log, logtem, warning, текст, ну, бла-бла-бла-бла-бла-бла, разминование, string, function, line, вот это вот все, чтобы не прописывать. Вот так вот, и return какой-нибудь false, если он там булевое, да, возвращает, или какой-нибудь указатель. Ну, в данном случае он ничего не возвращает, поэтому он ругается. Вот такое вот удобство. То же самое, то есть define. Я прописал его название, перешел на следующую строку, написал то, что мне надо, на следующую строку. Ну, здесь можно не переходить на следующую строку, можно все в одну строку. Это я просто, чтобы оно влезло в общем. Дальше есть у меня еще такой макрос checkcast. Что он делает? Он принимает в себя три таких параметра. Первый это variable, второй это класс, и третий это object. Как это происходит? Мы же можем вот эту часть записать. Как мы ее можем записать? Вот это вот я уберу. Можем ее записать вот таким вот образом. Cast и передать сюда этот самый get owner. Это то же самое будет. Представим, что мы записали его в поле. То есть именно в поле записан вот этот player controller. State master компонента, вот здесь вот он в поле находится. И мы постоянно делаем проверку. Да, то есть нам надо сделать проверку, а если он не равен, нам надо его получить. Правильно? Правильно. И чтобы постоянно этого не прописывать, а такое часто бывает, что он в поле именно находится указатель, я сделал такой вот макрос checkpointer. Ну, в данный момент он будет работать именно с этим указателем локальным нашим, который в методе находится, но сделан он был для глобального. Он первым принимает в себя, так, не checkpointer, а checkcast. Стоять. Checkcast. Первым делом он принимает в себя указатель, вариабля. Вторым он принимает класс, который он к которому будет он приводить. И третьим он принимает объект, который он будет приводить. И таким образом он здесь автоматически сделает проверку, если в этом классе уже что-то. Если нету, то он попытается на него кастануть. И дальше опять сделает проверку. И в случае чего сделает return. Он делает return, то есть он здесь запускает макрос checkpoint. То есть макрос в макросе, понимаем, такая вот интересная штука. Что здесь вот происходит? Мы проверяем наш вариабля. То есть у нас зашел вариабля. После чего мы, если не вариабль равен 0 поинтеру, мы в вариабле пытаемся каст сделать на класс, который мы передали. И сделать это из объекта. То есть попытаться объект привести к этому классу. После чего мы опять проверяем вариабли. Если хорошо, то хорошо. Если не хорошо, то опять же нам выбьет вот эту вот строку. То есть вот здесь будет ошибка. Соответственно, мы можем вот так вот даже сделать. Вот это вот убрать полностью. Это оставить. И, соответственно, зайти сюда. Сделать лайфкодинг. И нам тоже выбьет на этой же строке. Вот, строка 55. Мы заходим. Смотрим Ctrl-V. 55. И вот мы попадаем сюда. Тоже define. Название. Первое, что заходит, второе, что заходит, третье, что заходит, сюда прописали, и все это самое, и он подставил это. То есть вот это то же самое, что если мы написали вот это if
if не вот этот. Давайте для наглядности, то мало ли, может кому-то непонятно, то тогда player equal cast. Cast вот этот. Get owner. If не player character, character, точнее не character, а контроллер. Контроллер, если не player контроллер, большой буквы, пожалуйста, то мы пишем вот этот лог. Ну, у нас там чекпоинтер стоит, то есть давайте так аларм сделаем, аларм лог и return. Давайте предположим, что вот так вот это. То есть вместо вот этого вот там происходит то же самое, то есть вот он его повторяет. Как бы понимаем, да? Вот такая вот запись или вот такая вот запись. Но я же говорю, вот это я создал больше для глобальных показателей, которые нам надо постоянно проверять. То есть у нас какой-то метод раз там в 5 секунд выполняется, раз там в 20 секунд, раз в 30 секунд. И он всегда пользуется глобальным указателем. Поэтому мы его записали в глобальный указатель, чтобы постоянно заново не кастовать, так как это тяжелый метод каст. И вот мы его сюда вот таким вот образом, проверка и прочее. Потом просто pointer, это для экономии, то есть если мы хотим опять же проверить, у нас есть вот этот чеккаст, чекпоинтер точнее, но допустим мы достаем что-то из контроллера, какую-нибудь вещь достаем, там какую-нибудь вот такую вот, да, если мы ее попробуем достать из null-pointer, у нас будет ошибка, поэтому нам надо сделать чеккаст. Есть ленивая опция, я сделал ленивую опцию, это pointer. И мы вот так вот оборачиваем его, и уже происходит проверка. То есть в одну строчку. Здесь он что делает? Он делает if не pointer. То есть он подставляет вместо вот этого pointer, он проверяет не pointer, он здесь сделает вот эту вещь. И в конце pointer. В случае, если не return, то pointer. Поэтому мы можем его вытащить. То есть это, в принципе, то же самое, что есть if. Блин, 20 минут уже почти. Не умею я маленькие видео делать. Не умею, не умею, не могу. If не player controller, то вот этот вот log, return, то есть у нас такая вещь идет, и в конце написано player controller. Вот, player controller. Ну и, соответственно, потом мы уже подставляем под него то, что нам надо, то есть вытаскиваем что-то и делаем что-то. И последний макрос для дебага, чтобы не прописывать всякие разные штуки, мы из G-Engine, чтобы, в общем, print-string написать, чтобы что-то написать в print-string, нам нужно прописывать вот этот G-Engine add on screen debug message, туда прописывать что-нибудь, короче, прописывать всякие разные параметры и прочее. Я создал макрос debug message, просто прописываю debug message, указывая туда time, допустим 5, и указываю туда string, который мне нужен, fstring, допустим, так вот взяли, указали там hello world, таким вот образом, hello world, все, пожалуйста, то есть опять же time, вот он time, и string, вот он string. Таким вот образом. И, соответственно, если мы это делаем, заходим сюда, клацаем, ждем finished, нажимаем play и видим, вот здесь Hello World постоянно отрабатывает и 5 секунд висит. То есть каждый раз, когда вызывается, то есть цвет мы задали и так далее и тому подобное. Также удобно, что мы везде его повставляли, и если нам надо изменить какую-то вещь, мы потом не ходим и везде ее не меняем, а у нас здесь можно просто взять и изменить. То есть таким образом мы экономим, в общем, наше время и пространство в коде. Ну вот как-то так. Что ж, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто слушал. На Discord ссылка в описании. И всем пока.